В этом году компания Kawasaki празднует большой юбилей своей Z-серии мотоциклов, в частности модели Z900. Так как ровно 50 лет назад, в 1972 году, на рынке появился первый мотоцикл, положивший начало этой знаменитой на весь мир серии Z1, он же Z900. Выпуск об этом мотоцикле уже выходил ранее, ссылка в описании. Но сегодня мы будем говорить о современном байке Z900, который появился в продаже в 2017 году, придя на смену модели Kawasaki Z800. Агрессивный и в то же время элегантный новый Naked компании сразу же завоевал большую популярность. А когда Kawasaki выпустил и дополнительную версию Z900 RS, которая копировала самый первый мотоцикл серии, то аудитория расширилась еще больше. Но обо всем по порядку. Своей внешности Z900 обязан концепции дизайна Сугоми, которая была внедрена компанией Kawasaki во все их новейшие мотоциклы семейства Z с момента появления Kawasaki Z1000 в 2014 году. Сугоми означает воплощение или дух хищника на охоте, готового поразить свою жертву, что, глядя на мотоцикл, похоже на правду. Несмотря на то, что модель пришла на смену 800-кубовой версии, двигатель был взят от старшей Z1000, которому уменьшили объем до 948 кубических сантиметров. Поршни двигателя были изготовлены с помощью того же уникального процесса литья, аналогичного процессу ковки, который используется для изготовления поршней на наддувных спортбайках компании H2 и H2E. Он создает полые области для достижения идеальной толщины для снижения веса без ущерба для прочности. В итоге, в отличие от Z800, силовая установка немного снизила максимальные обороты, подняв тем самым крутящий момент на низких и средних оборотах. Небольшое обновление у Kawasaki Z900 было в 2020 году. Мотоцикл получил новую TFT-приборку, LED-оптику, систему трехуровневого трекшн-контроля и режимы двигателя. 16-клапанная рядная четверка с жидкостным охлаждением обеспечивает впечатляющую мощность 125 лошадиных сил при 9500 оборотов в минуту и сильный крутящий момент 98 Нм при 7700 оборотов в минуту. Короткие передаточные числа для первых 5 передач обеспечивают сильное ускорение в среднем диапазоне, что наиболее востребовано для повседневной городской езды. Благодаря этому от 0 до сотни Super Naked выстреливает за 3 секунды. Шестая же передача — это передача Overdrive для более расслабленной езды по шоссе, на котором байк способен разогнаться до максимальной скорости в 250 км в час. Но само собой езда в таком режиме совсем некомфортная, так как борьба со встречным потоком быстро изматывает. А потому Z900 это чисто городской хулиган. Средний заявленный расход топлива 5 литров на 100 км пути. Как я упоминал ранее, в 2018 году компания выпустила новые модификации Kawasaki Z900 RS и Kawasaki Z900 RS Cafe. Обе версии выполнены в классическом ретро-стиле. О них я скажу всего пару слов, так как полный выпуск выходил ранее, и кто не смотрел, ссылка в описании. Для этой версии в Kawasaki сделали еще больший упор на мощность в низком и среднем диапазонах, что отразилось на верхах. Перенастроенный 948-кубовый двигатель теперь выдает 111 лошадиных сил вместо 125.
в то время как максимальный крутящий момент остался прежним 98 ньютон-метров, но доступен он уже стал при 6500 оборотов в минуту. Также эти версии получили и другую тормозную систему. Это не лепестковые тормозные диски того же размера в 300 мм, но с 4-поршневыми радиальными моноблочными суппортами. Ретро-версии, естественно, стали медленнее, разгон от 0 до сотни занимает 3,5 секунды, а максимальная скорость снизилась до 230 км в час. В конце 2021 года Kawasaki также добавила две новые модификации – Kawasaki Z900 SE и Kawasaki Z900 RS SE, которые отличаются задним амортизатором Öhlins, полностью регулируемой передней вилкой, передними радиальными моноблочными суппортами и тормозными дисками от Brembo. Новые модификации получили также специальный окрас и переднюю вилку золотого цвета. Ну а в этом году компания Kawasaki уже выпустила юбилейные версии с новой расцветкой в честь 50-летия. Bom.